Давайте пройдемся по фронту. Это, знаете, такой премьера этого года. Года. Да, значит, сегодня из новостей фронта очень, ну, давайте так, тяжелая информация в том, что, ну, как бы идет движение в сторону Днепропетровской области, плюс 1,5 километра. Ну, там приготовились к эвакуациям 44 населенных пункта новых, И на по-моему. эвакуация, да. Скажите, Да. пожалуйста, какие перспективы вот вы отмечаете, и связана ли там новая переговорная позиция с новыми территориями, о которых в прошлом году, претензии на которые в прошлом году вы анонсировали в интервью, которое там перевернуло все, Ксении Собчак? Смотрите, есть две ключевые точки. Первое – это Запорожье, и второе – это Краматорск-Славянск. Соответственно, основной танец идет вокруг этих точек. Запорожье по-прежнему ключевым является направлением. Это срезание через Днепропетровскую область и выход в тыл с юга, с северо-востока в тыл группировки, обороняющей Запорожье с юга, как способ не брать ее в лоб. Но и усилия в лоб там носят какой-то свой характер. Вон там на Гуляйполе выступает. Сегодня, кстати, по сети пронеслось, что солдат 108-й, по-моему, бригады территориальной обороны силой заставляют, видео прошло, силой заставляют брать штурмом. Это опять Гуляйполе, обратно по принципу захвати там два поселка, два домика, доложишь, мы его еще удерживаем. Ничего себе, а сила это как? Ну, просто говорят, что их там с использованием других военнослужащих, более лояльных командований, там, посадили, заставили выйти на позиции и прочее, прочее, там, под угрозой избиения или с элементами избиения. Это прошла информация. Некоторые достаточно ответственные товарищи из публичных дилеров общественного мнения подтвердили, что это так по их звонкам. В то же время это может быть спецоперация там, информационная, поэтому мы не будем спешить. Но я это специально объявляю, чтобы привлечь внимание к возможному факту и призываю к необходимости проверить, так ли это нет. Потому что чем мы тогда отличаемся от российской армии, совершенно непонятно. И вот эти лозунги пышных любителей Антарктиды у нас, которые рассказывают, что вас там мобилизирует российская ТЦК, и тогда вы не поспорите. А это что? Чем это отличается от российского ТЦК? Вот если это правда. Ну и второе, хотелось бы привлечь внимание к информации, которая пошла по судьбе военнослужащих, призванных в учебные центры. 199-й центр ДШВ. Тоже сегодня по сети прошла жалоба, что инструктора обращаются по-свински с некоторыми военнослужащими. Таких историй тысячи, но сегодня кинулись в глаза. Я не утверждаю, что это так. Более того, я честно предупреждаю, что это может быть информационная операция. Просто, пользуясь публичным влиянием, призываю проверить факты. Проверить факт, так ли обращаются с нашими военнослужащими, действующими и призванными. Теперь мобилизованы на военную службу. Теперь возвращаемся к карте. Да. Давление идет из Южного фронта на Запорожье. Запорожье прифронтовой город, и в ПИВИ уже долетают, поражают грузовики там и так далее. Это не в ПИВИ, но там разного рода беспилотники. Поэтому, да, и продолжит срезать Днепропетровскую область и продолжит наступать с юга. Что касается Константиновки. Краматорско-Славянска. В Константиновке российские войска уже устойчиво больше недели находятся. Это разрозненные группы, но их уже не выбить, скорее всего. И падение города не за горами, а это уже там только Дружковка, Краматорск-Славянск с южного направления. Трасса перерезается от Покровска. Еще будет вопрос, куда пойдут российские силы. От Покровска не двинутся ли они на север, окружая Славянск и Краматорск чисто с востока. Как бы Сиверск, Часов Яр, Сиверск – это одно оперативное направление, в котором наши войска удерживают оборону, но там есть явные успехи российских сил. Вот. И они так или иначе формируют оперативные балконы с юга и с востока для проведения Краматорско-Славянской наступательной операции. Это не быстрое дело, это только формирующие операции, и это вопрос месяцев при наличии того же снабжения, что и было. Вопрос о Лимане стоит. Заметьте, что от Борового и на юг до примерно Лимана могучий третий корпус. Если вы внимательно посмотрите на карту, то легенда о том, что он воюет беспримерно и не теряет территории, единственный, кто стоит, немедленно испарится. Потому что очень четко видно, по дипстейту вы можете с 1 сентября прокрутить карту, и вы увидите, что они теряют по батальонному району в неделю, примерно раз в 10 дней, но только не
разово батальонный район пропал, а там позицию отделения, там условную позицию взвода, там позицию роты, и в целом по их полосе обороны корпуса идут большие потери. Кроме того, сама группировка, корпусная полоса обороны рассекается в направлении на Святогорск пополам буквально, что является, мягко говоря, очень проблемной историей, как и для легенды про третий корпус, так и для реального положения на фронте. Поэтому я к чему это говорю. Существует тоже множество легенд, но достаточно, но в отличие от легенд про Малюка, Буданова там и Шмыгаля, есть карта, на которой можно проверить, что происходит. А по карте видно, что если будет рассечена группировка пополам, то падение Лимана, Ямполя, выход к Ямполю непосредственно, это вопрос там уже фактически решенный. Когда связано с потерей части третьего корпуса между собой и обороняющиеся там соседи справа. Так вот, фишечка в том, что если берут Ямполь и Лиман, все, кто там был, то знают, что до Славянска там можно, прогуливаясь, спокойно дойти пешком. Ну, 15 километров, да. Да, не очень далеко, да. Поэтому это зона, когда достает полевая артиллерия. А значит, что Славянск оказывается под непосредственным давлением. Судьба Краматорска становится очень проблемной и без взятия Константиновки и прохода там Северско-Часовьярского направления. Вот там наиболее перспективная для российской армии и наиболее неприятная для нас темпы продвижения российских войск. А учитывая, что там лесистая местность, то там еще и не все так просто с применением дронов, FPV, погода и так далее, что создает благоприятные условия для наступающего противника. Поэтому более благоприятное, чем обычно. Поэтому там наиболее опасно. И тут вопрос. Если смотреть на Славянск-Краматорск, на эту операцию, там, где там стоит Константиновка, Часовьяр, то еще более-менее относительно все благополучно. Если посмотреть на Лиманское направление, то все менее благополучно. Гораздо. Что касается Купинска. В Купинске часть Купинска удерживают российские войска, часть удерживают украинские. Там идут бои, россияне пытаются деблокировать, наши пытаются зачистить, не пустить. Но Купинск был очень большим подспорьем в деле ликвидации группировки, которая находится над Боровой и вниз на Лиман, на левом берегу Северского Донца. Если рассекут, схлопнут, выдавят, то российская армия высвободит так необходимые 1150 войска, которые можно кинуть на любое направление. Тогда судьба Славянска, Краматорска и Запорожья станет совсем проблемной. Или того же Купинска. Ну, то есть вы имеете в виду да. этот скажем так, котел или, да... Не котел, группировка там находится. Ну, имеется в виду, да. Вы имеете в виду по левый берег Оскола. Да, ее рассекают. Проблема в том, что они были близки к успеху, когда брали Купинск и перекрывали переправы, там, по крайней мере, те, которые от Купинска идут на Боровую, условно, туда. Да. Так вот, через север. Но когда наши Купинск отбили, у российского командования это сильно проблематизировалась эта история. И я к чему это говорю? Что это третий район особой важности. Он не имеет прямого отношения к захвату непосредственно Славянска и Краматорска и Запорожья, но он создает ключевые условия для успешного проведения этих двух операций. Если ее удастся провести, то высвобождается огромное количество сил и средств российских. Поэтому это третья ключевая район борьбы, скажем так, ключевой. И ему надо уделять большое внимание. Там пока сдерживают украинские силы. И то, что вовремя осознали опасность, группировка, кто уж там командовал, Дропата или Хартия, или кто-то там еще, не так важно. Хартия одной из бригад, она не могла провести такого уровня. И более-менее, как это стабилизировали Купинск, это очень большое подспорье. Но что будет дальше, этому району надо уделять самое большое внимание, самое пристальное. Замысел российского командования понятен. Рассечение полосы третьего корпуса, как это потеря связности, взятие Купинска, скачок на Лиман, а далее со всеми вытекающими. Угу. Ну, еще один, скажем так, очень важный вопрос, потому что Сумы, да, мы с вами обсуждали вот этот заход Гробовска, Да. но там и кроме Гробовского есть, собственно, новые, так сказать, попытки
Ну, в общем-то, повоевать на границе. И Они суммы, будут, да, и суммы прям выглядят на перспективу тяжелым направлением. Ну, они выглядят тяжелым направлением. Да, извините, что я приезжаю, я просто понимаю, о да, чем да. мысль. У меня есть такая дурацкая привычка, я когда сразу понимаю, что человек говорит, сразу спешу ответить. Это от усталости, извините, не дослушал. Так вот, понятно, что там не стоит задача взять суммы, стоит задача создать буферную зону. Глубина размера этой буферной зоны проблемная, ну, поскольку проблематично, мы не знаем точно. Но поскольку суммы, собственно говоря, стоят практически в буферной зоне, они рядом с границей, то город, конечно, является не просто прифронтовым, а фронтовым фактически, да, и можно только посочувствовать и помогать, если есть такая возможность его жителям. Мы передаем поклон, привет и просьбу держаться. Но и там тяжело. То же самое Харькова касается севера Харьковской области, самого Харькова. Сегодня по нему были тяжелейшие удары, сегодня, там, вчера. И востока Харьковской области. Восток Харьковской области – это вообще такая интересная штука вместе с севером. Россияне все пытаются сомкнуть плацдарм или лишить возможности маневрировать украинским войскам из Харькова на Купинск. Через стык вот этого клина, который они с севера, полосы, с которой они с севера Харьковской области обеспечивают, и с востока. Их задача замкнуться в районе водохранилища, которое они недавно разбомбили дамбу, чтобы не было переправы. Это ключевая задача, потому что это решение в другой задаче. Это формирующая операция, Купинская операция, которая, в свою очередь, является формирующей для Славянска и Краматорска, и где-то даже для Запорожска. Вот. Они решают эту задачу, но силы и средств же немерено, поэтому решается все очень медленно. Но, заметьте, российская командование не оставляет там усилий. А если будет взят север и восток Харьковской области, то они на юг пойдут Харьковской области, замыкая Харьков в полукольцо и создавая условия для прикрытия захваченной в будущем, как они считают, Донецкой области уже от харьковской группировки. В ВСУ, который, возможно, быть Харьков, это крупнейший по-прежнему промышленный, военный и логистический центр. И этот сам. Поэтому они справедливо хотят прикрыть уже захваченную Донецкую область. Справедливо не в моральном отношении, а в техническом. А, например, от Харькова создают там буферную зону. Ну и заодно создают условия для возможного захвата Харькова, если будет вторая война или это продолжится долго. Вот так вот надо это понимать в основном. Надо сразу сказать, что давно не забыт, незаслуженно не упоминается Херсон, по крайней мере нами. В Херсонской области на границе там идет война за острова, война достаточно насыщенная. По ней они редко говорят, но это ежедневные схватки малых групп. Война артиллерии, авиации, дронов. Гибнут там десятки людей с обеих сторон. Херсон. По Херсону наносятся удары регулярно, гибнут мирные жители. Был инцидент с празднованием Нового года в этом селе, когда по заявлениям российской стороны погибло 27 мирных жителей, включая детей. Украина не считает так. Она публично заявляет, что там были российские военные во время этого удара. Это один из многочисленных больших кровавых знаков вопроса этой войны, с которого стекает кровь. Но в любом случае мы сочувствуем мирным жителям, если они там погибли. Да, поэтому это еще предстоит разбирательство. Но сам этот удар показывает, что это не менее интенсивное направление, не популярное и не самое главное, но это такая же тяжелая кровавая война, где страдают мирные, где гибнут военные. Поэтому мы выделим это тоже сегодня специально, что нет, вот есть 3 главных направления, мы, значит, остальные не упоминаем, упоминаем. Помним про Херсон, я помню про херсонцев, да. Посылаю лучики поддержки, да, и мы помним, что военные там тоже не греются на заваленке, там идут сложнейшие бои на лодках, острова, вот эти 5-е, 10-е и так далее. Но могу сказать, что по отношению к остальным направлениям, несмотря на всю интенсивность и кровавость, это все-таки второстепенно. И любителей в наших чатах, когда же возьмут Одессу и Николаев, сразу могу сказать, не скоро. Ну, Если опять-таки, вообще... вы же понимаете, там все скоро и не скоро, особенно в течение времени. Ну, кто подумал, что 4 года это все будет длиться? Вот мы заходим в 26-й год, вот он начинается. 4 года. Ну, елки. И ваш покорный слуга обмолвился в апреле 22-го, что будет до 35-го. Все попадали в обморок. Угу. И кричали, что давайте 2-3 недели. После этого все дружно меня обвиняют в том, что я говорю про 2-3 недели. Говорил. А то, что я сказал до 35-го, почему-то уже не хотят упоминать. Ну, это особая память у людей. У людей особая память. Надо когда-нибудь поставить памятник особой памяти. Хотя бы бюст покрасивше. Ну и, конечно, люди, опять нужно тоже учитывать, все в плену вот этого телемарафона как символа. Он сегодня выползает
Как Ах, символ одноканального мышления и нежелания смотреть на картинку объемно с да, других да, вот точек выползает вот зрения. эта Ивановская, которая мовный омбудсмен, говорит, все, кто homo sapiens, ну, типа человек разумный, те уже перешли на украинский язык. А тут Мгм. вообще ж недолго, это ж интернет. Все быстренько нашли ее дочку, а дочка там тиктоки пилит и российских исполнителей. Ну, короче, вы Так все они, понимаете? ну смотрите, вот, да, Нет, я просто основной вывод, знаете, хотел бы, вот это вот так получается, обидно, обидно для действующего режима и уклада, что украинский язык становится пенсионерским каким-то, вот этим неинтересным, понимаете? И я вот о чем говорю, о тех носителях вот этих идей. Короче, таким, ну, чтобы мы понимаем друг друга, да, вот все примерно гораздо по хуже. поколению. У Т1 такое, понимаете, Да, да. специфическое. Вроде как оно есть и хорошо, и пускай поют, но хочется тянуться к чему-то новому, и Так, дочка Ивановская это подтверждает. И на русском, получается, вражеском языке. как Русин назвал. Проблема в том, что он не становится языком пенсионеров даже, он становится языком душного официоза, комсомольцев. Поэтому это вот тип людей, которые, как Фарион покойная, поступала в партию в 89 году из Забушка в 87-м, когда уже были первые свободные выборы, были уже другие партии и так далее. И этот самый Парубий в 90-м, по-моему, там формировал УСРЭДок и шел на выборы и так далее. Поэтому, в 89-м, вернее, в 90-м он уже был ярым националистом. Поэтому русский же стал языком доверия, языком неофициальным, языком чего, когда люди, ну, понимают, что здесь сейчас не будет крика, хейта и сумасшествия. Смотрите, вот я грешным делом сегодня посмотрел интервью Тараса Цымбалюка, которое Холостяка? после «Холостяка». Значит, я очень глубоко уважу, отношусь с большим уважением к Тарасу, и мне нравится его позиция. Вот человек не боится хейта, он прямо признается, глядя в глаза, что мне там как бы мне все равно, из кого было выбирать из этих девушек. В конце я не нашел свою женщину, поэтому дальше мне было неинтересно. Как бы, да, я вот это очень грамотно отвечает на все вопросы. Но вдруг он заявляет такую вещь. Его обвиняют в том, что он снялся в клипе «Ленинград» когда-то, Угу. Ленинграда по молодости. А второе, ему говорят, что он когда-то поставил рилс, где играла, он отдыхал с компанией, играла русская музыка. И он говорит, я признаю эту ошибку. Не он ее ставил. Говорит, я признаю эту ошибку. Спустя 5 минут, он чуть ли не извиняется, спустя 5 минут он цитирует Тургенева. А в конце передачи, когда они встают и снимают микрофоны, они тут же переходят на русский язык. Теперь смотрите, у нас есть свидетельство, что 90% Верховной Рады говорит на русском языке. Ну, поверьте мне, я за 3 года в офисе президента непосредственно взаимодействую все время с Кабмином, например. Потому что заседание ТЦК шло, вернее, не ТЦК, это трехсторонняя контактная группа проходила в здании Кабмина. И бесконечно взаимодействую с силовиками, ни разу не слышал украинского языка. Прописью ни разу. Все говорят на русском. Но все же огромная страна старательно делает вид, что вот русские – это не гомо сапиенс. И мы следим за ходом мастей, за ходом этой глубокой украинской мысли патриотической. Смотрите, они говорят, русские, вы же вообще не люди, вы финно-угорцы. И тут же следующей строчкой у них идет пост о том, что Финляндия показывает блестящий пример противостояния российской агрессии. А президент Финляндии Ступ наш лучший союзник. Они никогда не думали, как финны реагируют на вот эти пафосные заявления о том, что русские не люди, а всего лишь финны. Ну, Финляндия далеко, Алексей Николаевич. Ну, Ну, как что вы далеко? это? Ну, вот Ну, это смотрите, там пока до той это же, Финляндии. это же вот, смотрите, страна, точнее, общественное мнение вот этими, не страной, а вот этими кучкой интеллектуальных патриотов формируется какое, что вот оно, ну вот мы, цедя губу, учим Трампа жить. Финнов не считаем людьми. А так начинаешь смотреть, есть такая страна Нигерия. Хорошая страна, нефти много. Отличная страна, там 5 нобелевских лауреатов. Сколько в Украине? Там работает киностудия, которая производит 400-600 фильмов в год, как раньше Советский Союз. Сколько в Украине? И какого качества? Там есть даже астрономические открытия и так далее по всем параметрам. Она на 7 голов выше Украины.
Руанда, пережившая страшную гражданскую войну, где как мотыгами и мачете забивали людей, давно оторвалась по всем показателям от Украины. Откуда столько пафоса? Финны вам не люди? Я знаете, что понял? Я понял, что вот эта война моей войной была первые 50 дней. Потому что когда воевала свобода против навалившегося на нее очень грязной и грубой силы, желающей силой поломать, это была война. А когда началась вот это вот, после отказа от Стамбульских соглашений, вот это вот, типа, мы сейчас всех победим, потому что русские достойны, они финны, они достойны только того, чтобы их сожрала акула, и давайте пописаем на российских павших солдат, как бы, да, и этот самый, их трупами выложим там, пусть на картинках, но это самый, и вот это гомо сапиенсы давно перешли на украинский, вот это перестало быть моей войной. А чья это война тогда? Это война вот этой коррупционной мафии, которая на декорацию поставила украинский национализм, давно и прочно граничащий с нацизмом. Различие национализма и нацизма очень простое. Вот есть такой Зиев Жаботинский. Он националист, но он говорил, я восхищаюсь всеми другими нациями. Своей и другими. Пусть расцветают все цветы. Вот чем больше разнообразие среди народов людей, тем интереснее. И как это в конце концов, это Господнее благо, да, и так далее. И вот этим бы интеллектуалам бы остановиться бы вовремя. Любите Украину сколько угодно, мы все ее любим. Чем больше украинской культуры, настоящего, там, образцов будет и так далее, тем мы все в этом больше заинтересованы. А зачем, когда вы любите Украину, почему, вернее, вы не можете любить украинское, не плюнув финское или венгерское? Вот вы Мадяру рассказали уже, что командующими силами, что как финно-угорцы – это не люди, особенно угорцы, что это не гомо сапиенс. Раз русские финно-угорцы, то финно-угры, то значит это угры, это ж венгры, простите. И так далее. Ну ладно, там нехороший у нас, как этот Орбан, но ваш командующий силами беспилотных систем, он для вас хороший? Или только потому, что настоящий украинец? Количество людей. Один украинский ученый, очень известный, сказал недавно в приватной беседе, что он на ученом совете вдруг вот так очнулся, посмотрел на это все и говорит, я помню еще рассказы отца, как во время Сталина и Берия маститые академики с мировыми именами прятали глаза, когда хватали коллег, когда заводили какую-то линию. Но уже имея 15 лет непрерывных репрессий, каток, который просто перемалывали, находили в себе силы не поддерживать это словами. Да, молчали, но не поддерживали. Прятали глаза, молчали, стыдились, всю жизнь каялись. Ну что? Но молчали. Хотя бы не поддерживали. Он говорит, и я вдруг посмотрел на своих коллег, которые так кинулись, будучи академиками, докторами наук, кинулись защищать линию, которую проводит, прости господи, Институт национальной памяти, что как бы мне стало стыдно. Вроде же нет Сталина, понимаете? Другой, один мой знакомый, сказал недавно представителю одного европейского СМИ о том, что он, будучи действующим военнослужащим сил, вооруженных сил Украины, поймал себя 2 месяца назад, что он боится говорить в своей стране. Это человек, воюющий за страну на украинском языке. Вот его не упрекнешь, он такой украинец-украинец. Понимаете, да? И он говорит, я уже начинаю плохо понимать, за что я воюю. Он воюет с 2014 года непрерывно, вообще не прекращал воевать. И разрешите процитировать Илью Чудолому, украинского историка такого есть. Он по поводу заявления Алферова, который сегодня умудрился сказать, это выдающийся интеллектуал, это, напоминаю, глава Института национальной памяти, он сказал следующее, что да, мы Украина, мы нация жертвенная, но мы не жертвы. Вот такая, над этим еще долго будет рассуждать историк. Он Чудолом ему ответил. Он говорит, можно сколько угодно о себе и окружающим твердить, что ты не жертва. Но если ты действуешь за запретами и проскрипциями, то есть расстрельными списками, что касается прошлого, ты жертва. Пока ты апеллируешь к беспредставного, безосновательного символического пафоса вместо работы с реальностью, как она есть, ты жертва.
Пока ты не способен принять многогранную сложность себя и своего минуя, своего прошлого, ты жертва. Пока ты вычеркиваешь, а не дополняешь, ты жертва. Пока субъектность и ответственность за собственную историю подменяешь деколонизацией, дискуссией о деколонизации, ты жертва. Пока ты иное душишь в себе, ты жертва. Пока экспансию вовне ты подменяешь агрессией в средине, ты жертва. И вот когда ты от уничтожения перейдешь к творению, и как это, и уйдешь... уничтожение и спотворение. Ну, Разрушение, искажение, да, да. разрушение, искажение, да, перейдешь и увидишь, подойдешь к зеркалу и увидишь там главного своего врага, тогда только получишь шанс стать творцом. А так ты жертва, просто не в меру агрессивная и пафосная. Вот это приговор идеологической политики, которую проводит насквозь сожженная, институализированная на высшем государственном уровне коррупции сообщество так называемых элиток, правящих Украины. Все 30 лет, все 35 лет. И общественный договор заключался в том, что люди честно не выполняли законы и не платили налоги, не участвовал простой народ, как бы, да, честно веря в декорацию про плохую Россию, про ужасную, которая, конечно, плохая и ужасная, да, но тем не менее, про хорошее ЕС и НАТО и так далее. То есть вешали декорацию, а за ней крали непрерывно. Народ разрешал красть, лишь бы вы нас не трогаете, и нам на нашем уровне разрешали красть. Сегодня декорация заляпана кровью. В стране 8 тысяч людей под санкциями, 30 тысяч, по некоторым данным, политзаключенных. И перспектив, что это как-то исправится, нет. Людей насильно хватают на улицах, насильно обрекают на смерть. Если данные о 108-й бригаде теробороны, которые там насильно посылают на фронт, мы вообще перестали отличаться на этом участке от России. Все это залито неумеренным, ничем не обоснованным пафосом. Потому что Украина по всем показателям банкрот. Талантливые, умные люди и банкрот, страна банкрот. Поэтому, друзья мои, тут бы, ну, чем на соседа, чем на Мадуро пенять, надо посмотреть в зеркало, не кривали ли рожа. Понимаете? И еще раз говорю, народ нельзя упрекать за то, что он проседает под огромным тяжелым давлением коррупционной машины внутри, отменившей право, и агрессии снаружи. Народ нельзя обвинять в том, что он верит, потому что он не имеет альтернативных источников информации, либо они дискредитированы, и просто он не в состоянии им поверить. Голос слишком тихий, слишком дискредитированный, а там вот все эти кругом кричат громкоговорители. Народ нельзя поверить в то, что он сидит и смотрит деревенское телевидение с одним каналом, символически. Но те, кто продает это народу, дилеры общественного мнения, прекрасно зная, что они несут пургу и живут с коррупционных подачек, и затаптывая право людей говорить прежде всего на родном языке, ведь в англоязычной научной среде существует понятие, которое называется mother tongue. Язык, на котором тебе мама пела колыбельные. Когда людей выписывают из Homo sapiens за то, что они хотят говорить на языке своей матери, надо помнить, что язык матери – это язык любви. И никогда никакой другой язык, даже выученный в совершенстве, даже ставший вторым языком или заместивший собой первый, никогда не будет для человека языком любви. Он может быть языком интереса, языком любви, исходящий из тебя, но никогда не будет языком любви, который шел к тебе. Поэтому это лучший способ расчеловечивания насилия по вопросам языка, веры или шире самоидентификации. И именно этим организованным насилием Украина занимается, вот украинская коррупционная верхушка занимается в отношении прежде всего своих же граждан, полностью подавив право, отменив его и так далее. И в этом причина наших бед, в этом причина войны, в этом причина продолжения войны, в этом причина неумелого ведения войны. Потому что когда вы подавляете собственных граждан, выписывая из Homo sapiens, нет надежды, что они вас защитят, лягут костьми на фронте и устоят. Это просто технически невозможно. Нет надежды, что она обеспечит гигантскую производительность труда. Украина только и держится на тех людях, которые сцепили зубы и говорили: ладно, после войны разберемся, а сейчас не время ссориться со своими, пусть они там гонят чепуху, но мы все равно сделаем ракету и запустим ее там куда-то. Или будем стоять на фронте. Но таких людей с каждым днем все меньше. Поэтому
выход там же, где и вход, чтобы решить все наши проблемы, от войны до позиционирования в мире, чтобы мы не вынуждены были на одно и то же нарушение международного права рассказывать, что Америка имеет право, а Россия не может. Нужно начать беречь самих себя и защищать самих себя. Потому что Украина может выжить только на одном условии – не вступление в НАТО и в ЕС, а когда здесь позволят расцветать всем цветам, когда мы будем восхищаться друг другом, когда мы будем беречь друг друга, позволять развиваться. И дело не в том, что русский язык заместит украинский или российская культура в ТикТоке заместит украинский, а дело в том, что вы сами уничтожаете украинский, сделав его грязной, заляпанной кровью и гноем марлей, через которую прекрасно видно, что, прикрываясь этими пафосными словами, вы крадете у народа огромные деньги у солдат и отправляете двушечку в Москву. И чем больше вы крадете, чем больше вас разоблачают, тем больше рассказов, что на русском не могут разговаривать homo sapiens. Мозгов же нет абсолютно. Русский – один из рабочих языков ООН. Вы не хотите с трибуны ООН, вы выступите, призвать не разговаривать на русском языке, а там, между прочим, в ООН обязательно документация ведется на русском языке. И заодно при ближайшем этом самом, если меня слушают журналисты, задайте президенту Финляндии вопрос, как он относится к тому, что Украина, которую он так поддерживает, финнов не считает гомо сапиенс. Это да. Значит, считает генетическими уродами. Вот это будет интересно. Да, значит, друзья, пока мы тут с вами разговаривали, есть два повода для, короткого комментария, подведем итоги опроса, и там несколько вопросов, как успеем. Значит, во-первых, Илон Маск публикует у себя на странице, опять непонятно совсем, это шутка, не шутка. Шутка, конечно, там, где Зеленский 500 миллионов должен. Да, вот это вот просит Зеленский 500 миллионов, там и про Путина, там, что у нас там сделка, и, в общем, типа телефон конфискованный. Шутит Маск. Опять-таки, в каждой шутке есть... шутка характерная очень, да? Доля шутки, и вот вы знаете, Маск, конечно, издевается над Зеленским, это да, но в украинских пабликах другие поводы для счастья и радости. Хексет выходит и говорит, мы там 3 ночи назад. Короче, программно, в принципе, он повторил то, что, с чего мы начинали наш сегодняшний эфир, что Америка идет теперь путем сдерживания, мол, смотрите, какие мы крутые, мы как бы компенсировали позор Афганистана и вообще как бы бойтесь нас. Но и укол же был в сторону России, мол, там ваша система ПВО, что-то она как-то не справилась, наши вертолеты летели, в общем, как бы упомянул, да, кольнул в сторону Российской Федерации. То есть тоже ложится это все, укол в план вызова, мол, типа, я смог, а давай ты там что можешь. Вот это вот все, да, как бы полушарие наше, а что ваше. Как бы вызов в какой-то степени пацанский в сторону Путина, мол, давай предпринимай что-то. Да и в сторону Си тоже специфический вызов, безусловно. В общем, Хексет, конечно, отличился. Итоги опроса. Поимка, отправка в США и суд над Мадуро – это 13% супер СВО Трампа, обмен на Украину, 22% шоу «Договорняк» с самим же Мадуро, 30% про нефть и предательство в Каракасе. Опять-таки предательство. Вот тоже, пока у нас был эфир, вышел сын Мадуро. Папа говорит, страна в надежных руках. Не переживай. Такой посыл тоже эмоциональный был. И 35%, что это дно и похороны международного права. Вот такие итоги опроса. Алексей Николаевич, что скажете? Ожидаемо, честно говоря. Все это. Я вам скажу другое, что еще один, кстати, аргумент в пользу отсутствия договорника, это то, что Россия накануне венесуэльских дел успела заявить, что если Китай будет возвращать Тайвань, то она примкнет к Китаю. Это очень сильное заявление. Никаким договорником его не объяснить. Да, кстати. Да. Значит, поехали. Вопросы, уважаемые зрители. Всем большое спасибо, что пишете. В режиме Блиц как бы пробежимся и, в общем-то, постараемся успеть как можно больше. Но всем большое спасибо за суперчаты, суперстикеры и, в принципе, за то, что подписываетесь и за то, что мы вместе. Каналы подсанкционные, что у Алексея, что у меня, поэтому нужен VPN, нужно поменять страну. В общем, вы все знаете, передайте другим. Спасибо большое за то, что смотрите. Поехали. Алексей, вы как эксперт по ИПСО и пропаганде, спрашивает пользователь-благодетель.
А, Где был главный просчет в информационном обеспечении спецопераций для внешнего и отчасти внутреннего потребителя? Базовый нарратив обороны оказался неубедительным, что мгновенно свергнуло всю картину от примитивной схемы агрессор-жертва. Это привело к консолидации Запада и Украины. Почему в преддверии войны не был создан однозначный и визуально подтвержденный казус белли уровня масштаба Бучи на территории Донбасса? Условный какой-то теракт, такой маленький материальный повод, но они абстрактные тезисы, мог бы кардинально изменить восприятие глобального большинства и оправдать даже полномасштабное вмешательство в их глазах. С точки зрения прагматики, это был просчет в планировании, нерешительность или осознанный отказ от самого мощного инструмента, который позже был эффективно использован, в том числе и вами против России? Вы ничего не понимаете в ИПСО. Вам рассказывают сказки, что ИПСО может заменить реальность и реальное административное решение стратегические. Нет, она только сопровождающая. Это является информационным обеспечением. А основными действиями являются действия. Российская Федерация, Путин первый раз начал войска концентрировать в марте-апреле 2021 года на наших границах. Они были готовы к СВО уже, условно говоря, в конце апреля 2021. Тогда встреча с Байденом в Швейцарии отодвинула. Путин статью написал, что мы перегибаем в отношении Украины. Потом был ультиматум Рябикина, 97-го НАТО на границе 97 года. Была, соответственно, конференция проведена. 21 декабря 2021 года Лавров заявил о том, что вот ультиматум НАТО, давайте договариваться и так далее. Они провели такое количество мероприятий на высшем государственном уровне, что никакой ИПСО и близко с ним сравниться не может. Это просто несопоставимые вещи. И поняли, что их не слышат на Западе. Их просто не слышат. Поэтому какой-то там теракт в сарае устраивать, как бы, когда Запад последовательно отказывался их слышать, ну, как бы, после того, как Путин уже и Лавров все уже ИПСО возможное провели, это было ни о чем. Они просто не стали тратить время на бесполезные вещи. Так, клуб зрителей в Телеграме, значит, ну, понятно, тут про Мадуро много дискуссий и обсуждений вопросов. Зачем, ну, давайте объясним, Елена спрашивает, зачем похищать и предъявлять обвинения супруге Мадуро? В чем смысл этого действия? Это по примеру Чаушеску. Нет, смотрите, я могу объяснить сразу, да, смотри, немножко погружался в эту тему. Мадуро – это водитель автобуса. Мадуро. Это просто хороший, мягкий парень, преемник Уго Чавеса. Причем там вокруг Уго Чавеса, там же как бы стальные были все, вот эти генералы, там было вообще кровище, ужас, как бы все ходили по строям в казарму, в туалет и так далее. И он выбирает водителя автобуса. Но его, собственно, супруга, которая сейчас тоже вместе с ним отбывает, она... в свое время, там, в начале 90-х, в 90-х, по-моему, да, и, в общем, она адвокат Уго Чавеса, и она была с ним. Их называют гражданским мужем и женой. Нет, они там в 2019-м только засветило президентство, они поженились. Короче, вполне вероятно, что реально всем рулила она. Монстр, зубастый адвокат, очень такая хваткая женщина. У нее там 3 детей было, там браки какие-то но они это все провернули, и, судя по всему, там, ну, Мадуро сел за нее, ну, по большому счету. Всем рулило, так не бывает. Женщина не может держать сколь угодно жестко, не может держать страну, состоящую из правых военных и наркокартелей. Должен быть мужчина, быстро стреляющий рядом, который это все обеспечивает. И, судя по всему, Мадуро таким был. Поэтому, конечно, их взяли как пару, но я продолжу про Чаушеску. Угу. Елена Чаушеску неизвестно, какую роль сыграла в этих вещах, но расстреляли их вместе. Да. Потому что здесь же очень важный месседж посылают, то, ребята, это возмездие уже не на уровне как бы юриспруденции. Ответите семьей, как бы, да? А это показывает, что цена вопроса такова, ведь в международной политике не принято, и вообще даже в уголовной среде не принято трогать семьи. Во всех этих разборках силовых и так далее. Это считается вообще неприемлемо. Когда расстреливают женой, то это лишний раз показывает, что или там хватают женой, вне зависимости от степени реального участия, это показывает, что этот вопрос уже вышел за пределы общепринятых правил. Это для того, чтобы шокировать и напугать всех последующих.
Ну, Потому внутри что когда... Венесуэлы, да. Конечно, потому что не только внутри Венесуэлы, в Колумбии, на Кубе, на Гренландии. Он скажет, ребята, смотрите, там же во время захвата чудовищные вещи случаются. Ну, мало ли жена может пострадать-то. И так далее. Ребро поломали там было, Да, да, ребро поломать. сообщение. Вы подумайте. Поэтому, как бы, да, на будущее. Делается прививка, чтобы все остальные задумались. Так, поехали. Сообщество. Да, друзья, всем большое спасибо. Я очень благодарен за такие конструктивные, в том числе, вопросы. Вот Светлана пишет в клубе зрителей: Алексей Николаевич, подскажите, ну а что мы можем конкретно, да, вот как люди, как украинцы, сделать конструктивного и позитивного? Вот мы являемся частью того самого народа, о котором говорит Алексей, а можем влиять на ситуацию в позитивном ключе, и как можем помочь изменить эту ситуацию? Я бы берег себя и близких, и не сдавался не в смысле, что мы вернем границы 91 года, а в смысле не давал тьме победить в себе свет. И делился бы этим светом с окружающим, до кого можете дотянуться. Вот это главное, что может сделать рядовой человек сегодня. Он не в состоянии противостоять условному телемарафону, засилию силовиков, коррупционной машине, сумасшедшим диктаторам со всех сторон, которые внутренним и внешним, которые там бомбят, воюют, хватают, бьют. Но уж по крайней мере, не лизоблюдничать, не лицемерить, не ронять себя и держать тот свет, пусть он даже маленький, который вы можете, это в ладошках. Это и делиться с другими, это вот любой человек может сделать. Как говорил Будда, когда его спросили, а чем может пожертвовать нищий человек без копейки, он может сказать, он может улыбнуться другому человеку. И эта жертва стоит жертвы, когда царь жертвует царство. Поэтому держите свет, не сдавайтесь. Делитесь, если можете. Да, понеслась тут такие... Ну, в общем, разбирают статью Нью-Йорк Таймс, есть там такой Дэйв Трой, контекст. Короче, вплетают Россию. Еще раз. Американские СМИ, ну вот эта публика, да, которая против Трампа, они называют Россию виноватой в агрессии Трампа против Венесуэлы. И Гренландия уже там тоже. Уже как факт, понимаете? Они обвиняют в том, что это как бы Россия Трампа подталкивает к захватам стран, потому что это выгодно России. Трамп... это опять, смотрите, это та же история, что Трампом управляет Россия. Да. Это Нью-Йорк Таймс, это газета демократов. Они очень, да, не комплиментарны Трампу. Вот у них самый страшный Путин, Россия, Трамп агент Краснов, завуалирована за этим и так далее, и так далее. Я против таких соображений, потому что, что такое лишать человека, президента целой державы, да еще какой США, свободы воли, право на принятие решения. Поэтому, если жители Белгород-Днестровского некоторые могут показать ТЦК машине, что они не правы, то уж Трамп позволит себе, может, самостоятельно принимать решения, а не потому, что Россия заставила. Кого она там заставила и так далее. Так, значит, претензия от «Я, говорит, русский налогоплательщик», Алексей, пользователь пишет. Куда латиносы дели мои бабки на ПВО и почему ни одного выстрела? Потому что генералов купили и договорились. Ребята, вы же посмотрите трезвыми глазами. Вице-президент, вернее, уже правит страной. При том, что Трамп душа простая, он прямо сказал, мы будем править Венесуэлой, мы будем править Венесуэлой, пока все не стабилизируется. И тут же вице-президент, армия присягает вице-президенту. Там все было договорено. Я уже не знаю, какое количество охраны там сопротивлялось. Думаю, что двое, которые не доспали и забыли зайти за угол и получить там деньги. И думали, что они действительно защищают. А так все это просто купили, да и все. Вы же поймите, главное Америка оружие, это паспорт и $3 миллиона. Не могу спокойно дать кому угодно. Мало кто может устоять в третьих странах против такого сочетания. Да, в любых сейчас, семьи, например, и так далее. Сейчас в любых странах, да, такого да. мало. Поэтому что-то там, никто там не собирался стрелять по американским самолетам, вертолетам, в принципе. Власти США и кодла педофилов, пленки Эпштейна – это синонимы или антисемитский бензин? Венесуэла – попытка отвернуть внимание от файлов Эпштейна? Какое отвернуть внимание от файлов Эпштейна, если Трамп сказал, что их печатайте, дал свое благословение полностью на это? Куда? От кого они так там? Они взяли и напечатали все закрашенные. Докрашенные, потому что идет судебное разбирательство. То есть они поскольку это общественно значимое дело, они часть материала реализовали, а до полного это надо решение суда. Поэтому, это время, все. Даже Мадуро будут, как вы сказали, судить по-настоящему в 27-м. Это все занимает время. Это мельницы правосудия мелят медленно, но сколько дел MH17, вердиктов носили 11 лет. Вынесут когда-нибудь, не переживайте. Алексей, доведется ли нам в этом году сравнивать крымскую операцию и гренландскую с референдумом? Возможно.
с референдумом Возможно, да. и Но все мне, знаете, что остальное. меня порадовало? Что часть особо ударенных, простите, особо талантливых людей в патриотическом, не украинском, а в патриотическом сегменте заявила следующее, что нельзя сравнивать операцию против Украины и против Венесуэлы, потому что в Венесуэле почти не пролилось капли крови, там, как бы, да, и так далее. Ну, один мой знакомый россиянин, он против Путина, но очень человек юморной, он сказал, так с этой точки зрения безупречной операцией является Крымская, там один погибший. Как бы, да, если это как бы является прецедентом, что так страны без крови захватывать можно, да, или менять там власть верховную, вот вам, пожалуйста, пример, это как это аргумент в пользу легитимизации захвата Крыма. Это, конечно, Философский вопрос. Добрый вечер. Алексей, многие украинские ораторы и некоторые представители стран коалиции желающих утверждают, что Украина уже одержала победу в войне с Россией, так как она не потеряла свою государственность. Украина, безусловно, сохранила свою государственность, и более того, она ее даже усилила за время этого военного конфликта, потому что, типа, государство с точки зрения марксизма, это прежде всего аппарат насилия в руках господствующего класса. Но, может быть, вся проблема заключается в том, что пока сохраняли государственность, страну успели потерять? когда аппарат насилия не в состоянии выдерживать простые социальные обязательства, и даже типа пенсии, и даже оплачивать зарплату аппарату насилия, это все что угодно, но не государство. Украина сохранила государство, не сохранила государство, не усилила его, а раздула огромную массу силовиков и всякого рода коррупционеров на иностранном денежном и политическом влиянии. В этом смысле Украина пустая оболочка. И восстанавливать ее реальный суверенитет – это ой, какая большая проблема. В том числе реальный суверенитет перед бывшими спонсорами, союзниками и, возможно, будущим. Это необходимая часть восстановления суверенитета. Уметь сказать Америке, Америка нет. Здесь да, а тут нет. Но что касается победы в войне, я бы сказал, что обе стороны, как бы война не закончилась, объявят это своей победой. А что касается лишения Украины государственности, у Путина никогда не было таких планов. Они хотели посадить лояльное правительство, обеспечив кризис соответствующий политический в стране, или это физический арест Зеленского, но не лишать Украины государственности. Даже если бы они вернули Януковича, он бы был бы президентом формально независимой Украины. Никакое лишение государственности речи не шло. Поэтому, друзья мои, ну хватит повторять сказки. Путин хочет захватить всю Украину, хотел лишить ее государственности, хотел уничтожить украинский народ. Я просто не буду отвечать на эти вопросы. Вот вы меня увольте просто от этого, хорошо? Да, значит, почему ушел Малюк, спрашивает Ника. Ну вот почему он ушел? Потому что не ушел, а потому что Зеленский его уволил, потому что он не захотел противодействовать НАБУ и САПу. То есть однозначно занять позицию силового подавления усилий НАБУ и САП. Так. Но это не потому, что он такой благородный, а потому что ему страшно вытасоваться. Вот и все. Было. Значит, пойдем в чаты. Друзья, все вопросы, ну это, во-первых, куча поздравлений с Новым годом, вас тоже с Новым годом. Взаимно, с Рождеством С Рождеством наступающим. Мы очень рады и действительно признательны. Вопросов действительно много. Я так пытаюсь как бы немножко грани разные подсветить. Ну, много очень похожих, потому что, ну, я думаю, что тема с Мадуро и перестановками кроватей у Зеленского, ну, это такие две ключевые темы. Я понимаю, что не хочется просто повторяться, но всем большое спасибо, что пишете. Значит, что для вас национализм здорового человека и был ли он когда-то в истории Украины? Национализма здорового не бывает. Бывает патриотизм здоровый, когда да, любят свою, это естественно для человека любить свою родину, свою культуру, своих знакомых и так далее. Я, например, очень не люблю украинскую коррупционную систему, но очень люблю украинцев, своих друзей, живущих в Украине, саму Украину и так далее. Это же тоже разные вещи очень. А национализм не бывает здоровым, и при малейших благоприятных условиях, которые на самом деле неблагоприятные, он тут же вырождается в нацизм. Потому что наша нация лучше всех, но не просто лучше всех, а ценой подавления всех остальных наций. Мы сегодня об этом много говорили. Поэтому не ждите здорового национализма, не бывает здорового национализма. Национализм – это одно из самых печальных заблуждений человечества. Почему разведки России и Китая не предупредили Мадуро об операции? Ничего не знали? Ну, потому что высокий уровень секретности, наверное, сохранили. А даже если знали, о чем предупреждать? Ну, он слинял в бункер, он где-то там окружил себя охраной. А что он должен был сделать? Сбежать из страны? Как бы, да. Его, может, и предупредили, но проблема в том, что, скорее всего,
из его 20 телохранителей 25 стучали в ЦРУ аж бегом. Поэтому если и вице-президент, который точно знал, где находится Мадуро, точно стучал. Поэтому, ну, даже если предупредили, то, может, китайский представитель его как раз и предупредил. Ну, что, ну, предупредить и реально защититься – это очень разное. Быть предупрежденным и реально защититься – это очень разные вещи. Значит, так. Э, Продолжаем. Все, конечно, много очень пишут люди о том, что вопросы, да, такие, что будет ли такая участь у Зеленского? Попробует Путин провернуть нечто подобное? В отношении Зеленского он пробовал это в 2022 году. И как? Вам понравилось? Можно погулять в лесах вокруг Гостомеля. Там очень много свидетельств успеха российской стратегии. А так, да, у них мы находили в одного полковника, начальника штаба одного из парашютно-десантных полков ВДВ, по-моему, российского нашли заготовку, ну, как это, трафарет приказа, шаблон приказа, где он должен был выставить, его солдаты должны были занять посты возле Кабмина Верховной Рады и Офиса Президента уже к 18:30 24 февраля. То есть они за сутки надеялись это быстро все решить. Я вам скажу, что вторая же волна десанта планировалась на Родину-Мать туда и с разбитием наступления на Печерск. То есть там такая была история. Ну, планов было, в общем, как с Мадуро, а получилось так, как получилось. Угу. Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Украинцы, которые выехали за границу, какова их судьба? Будут ли предпринимать меры по возвращению домой? Какие варианты возможны? Ну, это зависит от того стратегии и судьбы, которую выберет Украина. Если она будет привлекательной для людей вернуться, если она будет такая же, как сейчас, уедут еще те, которые не выехали. Включая военных, сражавшихся за Украину. Так, пане Олексію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доречно проводити паралель сучасності з революцією 17-21 років, тоді, коли скинули Скоропадського? Яка доля України в найближчі декілька тижнів? Все одно людей не відпускають, видите, вот эта история. Давайте я скажу, и не должна отпускать. Давайте я вам скажу так. Вот у нас недавно был скандал, когда там добровольцы обвиняли бумажных генералов после интервью Муженко. Там, третий корпус начал пениться, и третья бригада начала рассказывать, что Муженко – это бумажный генерал, там и 5-10. А теперь давайте я вам назову фразу, а вы скажите, на что это похоже. Значит, махновцы обвиняют бумажных гетманских генералов, а тем временем русские взяли Гуляйполе. Хорошо, что это первый раз в нашей истории, да, и мы можно успеть извлечь уроки. Да. Так, значит, если следующая операция в Иране, что с глобальным югом? Таймс писали о том, что Хаменеи в Москву. Помните? Понимаете, да, если вот в Иране уже который год там массовые беспорядки, все кажется, что слетит правительство. Ну, вот Натаньяху съездил, получил добро вроде как бить и так далее. Ну, допустим, снимут иранское правительство, это колоссальное, и там приходит оппозиция к власти. Он сразу будет иметь прозападный характер. И это означает колоссальные изменения на глобальном юге, фундаментальнейшие изменения на глобальном юге. Такие, масштаб которых, резкая роль Индии, резкая роль Саудовской Аравии, усиление роли Саудовской Аравии, резкое ослабление Турции, Китая, Пакистана. Это фундаментальная вещь. Ну, не Турции и Китая, а их позиции на этом самом. У Китая вообще да, грандиозные проблемы начнутся. Кстати, к вопросу. Ираном могут серьезно заняться, потому что основные источники нефти для Китая – это Венесуэла и Иран. А теперь смотрите, венесуэльская нефть не идет, а если иранская не пойдет, то Китаю начнется очень большой гаплык. Поэтому, когда американцы говорят, наш основной противник Китай, к этому надо относиться максимально серьезно. Это не значит, что они просто будут обмениваться гонкой вооружения, они будут действовать, и они уже действуют. Так что да, Иран может очень серьезно сейчас огрести, вплоть до смены режима, какие-то короткие сроки, и тогда я не знаю, на что Китаю надеяться. Но, с другой стороны, это Китай очень сильно толкнет в сторону России, потому что это останется единственным источником нефти и газа для растущей китайской экономики. Ну, то есть такая история. Да. А когда России сделают недвусмысленное предложение, и вот Китай вполне может влететь в изоляцию. Ну, будем посмотреть. Игра максимально серьезная. Максимально серьезная. Ирану можно было бы и приготовиться.
Значит, да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшние вопросы. Ну, смотрите, много таких моментов там. Ну, кстати, очень интересно там выглядит, например, вот пишет человек: я бывший российский солдат, списан по ранению. Считаю, что мы с украинцами братья, просто нас стравили. Ну, вот такой человек пишет в Я так чате. считаю. Я не считаю, что... Ну, давайте избежим слова «братья», но что добрые соседи и символическое единство у нас точно есть, историческое в значительной степени. Поэтому то, что нас травили, я еще раз говорил, и говорил, что нас наняли как индейцев воевать друг с другом. Это колоссальная ошибка. Да, друзья, всем большое спасибо. Ну, вообще очень интересно закручивается год, он только начался. Мне, в принципе, помните, 22-й такой же был, да? Вот это вот Ну, Казахстан, все да, как-то да, так, Иран, самолет сбили по ошибке Могу украинский. сказать, что годик будет такой, что 25-й – это детский сад, 6-я ясельная группа будет по совместительству. Близко не сравнится. И будет это в кратчайшие сроки. Я думаю, уже в феврале будет очень крупное потрясение в очень разных местах. Поэтому всех призываю следить за нашими прямыми эфирами. Обсуждаем все, как говорится, как есть, все вживую на канале Алексея Арестовича. Подписывайтесь, пожалуйста, на канале Александра Шелеста тоже подписывайтесь. Давайте не теряться, будем на связи. Всех еще раз с Новым годом. Не очень хорошая, конечно, весть. И, ну, хочется, конечно, да, всем наобещать, что вот мир 15 января, что сейчас все образумится, денег дадут. Знаете, Саша, это неправильная позиция. Людям надо не обещать мир не снаружи, а призывать к миру внутри. Я повторю, что держите свой огонек и по возможности делитесь с другими. Всех со всеми праздниками новогодними, еще раз. И добра и света. Внутри, да, добра и света. наружу. Я думаю, что все-таки здравый смысл и свет победит. Пока вы, уважаемая аудитория, есть на таких стримах и вот на наших каналах и слушаете, Да, и думаете. у Бога в этом мире нет других рук, кроме нашего. Или мы друг другу принесем свет, или его неоткуда будет взять. Друзья, всем большое спасибо еще раз. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, Саш, большое. Всем доброй ночи. Увидимся обязательно. До скорого.